Добрый день, друзья! Сегодня мы находимся на балконе. Это мой небольшой зимний сад. Действительно небольшой, потому что вот всего расстояние балкона. Ширина балкона. Даже метра нет. Но у меня здесь растут хвои. Сегодня видео даже не про орхидеи. И одна из огромных хвой, которые у меня находятся на балконе, это хоя карноза. Самая простая, которая может вообще быть. И когда-то в моей молодости она была очень распространена, и она мне так нравилась. И я ее даже выращивала. Но выращивала на южной стороне, то есть на моем юго-восточном окне. Был сделан вот такой же полукруг, я ее закручивала, она очень долго и красиво, почти все время цвела. Я уже не помню по каким обстоятельствам, то ли я ее подарила, потому что она разрослась, но ее не стало. И 4 года назад мне вдруг захотелось эту же хою. Мне принесли отростки, но на юго-восточное окно у меня просто нет места ее поставить. Там у меня сейчас стоят котлеи, стоит ванда, поэтому места ей там не хватило. Я посадила вот в такой большой ящик 3 отростка. И за 4 года эти отростки заплели мне весь балкон. Вот сейчас мы с мужем хотим их немножко облагородить и все эти плети пустить по потолку. Посмотрим, как у нас это получится. Если получится, я вам покажу. Но я все это рассказываю не к этому, а рассказываю к тому, что вы же знаете, что на орхидеях, на фаленопсисах, на бульбовых орхидеях я очень часто и уже достаточно давно, больше года, применяю аминосил. И помня о том, что как у меня цвела эта хоя, как это все было замечательно, я, посадив ее сюда, точно знала, что цвести она здесь не будет. Вот переведи камеру на наш двор. В этом году нам обрезали деревья, и у нас появился какой-то свет, но это не значит, что на балкон попадает прямое солнце. И если оно даже попадает на закате, вот там видно, вот там у нас закат, вот с той стороны. Посмотрите, какие там растут деревья. Высокие. Солнца нет. Оно попадает совсем ненадолго, на минут 15-20, и до хои, которая стоит внутри балкона, оно не доходит. И я прекрасно понимала, что хоя цвести не будет. Но будет у меня просто как лиственная лиана. Но я все время думала о том, что когда она дойдет вот в ту сторону, до света, который освещает орхидеи, вот там и появится цветение. И действительно, на 4-й год цветение там появилось в этом году. Вот сейчас Миша подошел ближе к той части растения, и там видно, сколько появилось цветоносов. Они уже отцвели, зацветают новые. Вон видно еще маленькие, только-только набирающие силы цветоносы, вот эти шапочки, соцветия. Внизу там просто море. Под листиками, которые сейчас даже он не может одной рукой поднять и показать вам, что там тоже есть цветение, и его много. Да, я этого момента ждала и очень рада, что наконец-таки все это получилось. И вот там-то все отлично. Но что я делала всю эту зиму? Помните, я как-то в прошлом году рассказывала, что при использовании аминосила
Моему мужу очень жалко выливать ведро с раствором. 10 литров. 10 литров. Ну, просто утилизировать в канализацию. И он брал это ведро и выносил вот сюда под окном. У нас посажен орех. И поливал орех. Грецкий орех. Грецкий орех. И поливал орех. И в прошлом году, ну, это было просто потрясающе. Опять же, здесь нет никакого света, а орех очень любит свет. И он начал активно расти. А зимой, к сожалению, ну, вы сами понимаете, что земля ледяная, каменная, и поливать какие-то цветы под окном или даже деревья – это бесполезно. И вот мне тоже стало жалко этот оставшийся раствор после полива орхидей, и я поливала хвоей. И эту в том числе, причем ну, ее там столько много, что она требует очень много воды. Конечно, хвою тоже нужно просушивать, она не любит, чтобы корни у нее все время были во влаге. И когда вот тот уголочек весь зацвел, я так была рада, но я это не связала с аминосилом. Я это связала с тем, что плети дотянулись до света, и там появились цветоносы, потому что хвое нужно большое количество света. И каково же было мое удивление, когда вот в этом темном углу здесь никогда не бывает света. Вот та лампочка вроде как она есть, но она уже давно не горит. Эти лампы, которые наверху, мы тоже никогда не включаем. Они просто чтобы выйти в темноте, если что-то нужно взять в темное время суток на балконе, чтобы был какой-то свет. Это не для цветов лампы. И вот, что я здесь обнаружила. В самом темном углу этого цветка. И не просто на новых плетях, а на старых вдруг появились цветоносы. Где побольше, где поменьше цветочков появляется. Я никогда не видела, чтобы на старых плетях у хвой росли цветоносы. И тут мне так было интересно вот пройтись по всем этим лианам и увидеть, где же появились еще цветы. И вот они. И опять здесь цветы. Вот сюда зайди. Вот здесь тоже образуются шапочки. Вот там дальше, вот прямо над окном. Но уж понимаете, что под потолком света нет вообще. И я каждый день смотрю, где же появляются цветоносы. И вот тут-то я и подумала, от чего же это произошло? Хвои, как и орхидеи, они очень любят удобрения. И аминосил, именно аминосил, потому что другого удобрения я не применяла. Мне было жалко выливать эти ведра, и я поливала все хвои. И вот здесь-то, даже в темноте, помог аминосил. И я просто счастлива, что у меня теперь цветет карноза. Ну, а мои кустовые хвои, я их тоже удобряю аминосилом, и они цветут все время. Где-то заканчивается цветение, вот уже опадают цветы. Ой. Невозможно снять все цветущие хвои одновременно. Вот это уже отцвела. Это зелененькие цветочки. У меня есть фотография. Я обязательно вам покажу, как она цветет. Здесь тоже набираются цветоносы. Вот там молоденький набирает цветонос. Вот он. Где? А, вот он. Вот так. Вот. А это от старых пойдут тоже расти цветы. И еще одна хвоя. Хвоя каудата. Она, к сожалению, цветет всего один день. И когда я под листиком увидела цветы, но сейчас их уже здесь нет, но я попросила мужа, вот он, цветонос, и он сейчас вам
обязательно вставить маленький кусочек видео, где показано, как она цветет. Но сейчас, готовясь к съемке, я опять посмотрела все плети и увидела вот в том углу, я даже достать не могу, еще один цветонос каудаты. Она любит прятаться, вот боюсь достать его, потому что можно цветочки сломать. Но цветет очень красиво, но цветет всего 2-3 дня. Так что у меня аминосил помогает не только орхидеям расти и цвести, но и в этом году меня поразили мои хои лианы своим цветением. Так что можно аминосил использовать повторно, но не для орхидей, а для каких-то других цветов. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.